Алексей Кузнецов давно привык к уединенной жизни в лесу. Его дом — небольшая деревянная изба, обнесенная забором из веток. Стоял на краю леса, где можно было услышать только шорох ветра и крик совы. Он — охотник, лесник и в глубине души человек, который ценит тишину, спокойствие и одиночество. В лесу он чувствует себя свободным, как никто другой. Но однажды, в один из самых холодных вечеров зимы, все изменилось. Алексей возвращался с охоты, когда на пороге его дома возникла фигура. Крупная, с густой серо-черной шерстью, покрытой льдом, снегом и инеем. Она была волчица. Это было необычно. Обычно волки избегают людей, особенно вблизи деревни или дома. Но это не убежала, не испугалась. Она стояла неподвижно, словно живая статуя, и в зубах у нее что-то маленькое, хрупкое, очень похожее на ребенка. Волчица скулит, ее глаза острые, полные страха и отчаяния. Она с осторожностью подходит к порогу, чуть ли не умоляюще. В ее взгляде читается глубокое внутреннее переживание. Она явно приносит что-то важное, что-то очень ценное. Алексей, ошарашенный увиденным, был в замешательстве. Он никогда не видел подобного. В его сердце зародилась странная смесь чувств. Страх, удивление, сочувствие и что-то еще необъяснимая обязанность. Он медленно протянул руку, чтобы прогнать зверя, но волчица, словно понимая его мысли, осторожно опустила что-то к его ногам. Это был малыш. Крохотный, беззащитный, еле дышащий. Малыш был так слаб, что казался почти прозрачным. Его лицо было бледным, а дыхание едва слышным. На его шерстяной куртке и распашонке следы льда и инея, словно он лежал в снегу несколько часов. Его губы посинели от холода, и казалось, что он вот-вот исчезнет в этом суровом зимнем мире. Алексей опустил руку и осторожно поднял малыша. Он почувствовал, как крошечное тело трясется в его ладони. Внутри у него словно сжалось сердце. Он увидел, что малыш все еще жив, хоть и очень слаб. «Что же ты натворила?» — прошептал он, глядя на волчицу. «Почему ты привела его сюда? Кто он?» Волчиха скулит еще раз, ее глаза почти просящими, а в них что-то такое, что трудно объяснить словами. Это было чутье, интуиция, желание помочь, даже несмотря на дикость зверя. Алексей, чувствуя, что он не в силах оставить этого кроху у порога, осторожно взял его на руки и пригрел у груди, чтобы согреть. Он почувствовал, как холод и слабость медленно уходят, и внутри зажглась искра надежды. «Надеюсь, ты не оставишь меня одного», — прошептал он, глядя на спящего ребенка. «Я сделаю все, чтобы ты выжил». Он с трудом поднялся, чтобы принести малыша внутрь. Залепленная снегом дверь скрипнула, и он вошел в теплый уют. Внутри было уютно и тихо. Только трещание печи и мягкое дыхание малыша нарушали тишину. Он аккуратно положил ребенка на кухонный стол, осторожно расправил комбинезон и распашонку. Малыш был так истощен, что казалось, он почти исчезает. Внутри у Алексея родилась решимость. Он не позволить этому крохе умереть. Воспоминания о его собственном сыне Максиме заполнили его сердце. Максим умер месяц назад. Трагическая смерть в автокатастрофе. Алексей помнил его маленькие ручки, его улыбку, его голос. И сейчас он чувствовал, что судьба снова подарила ему шанс. Шанс стать для этого малыша кем-то важным, кем-то, кто заменит потерянное. Он быстро зажег печь, чтобы было тепло, и начал готовить простое, но питательное блюдо. В доме стало уютно, и он с надеждой смотрел на спящего кроху. «Ты будешь со мной», — тихо произнес он. «Я сделаю все, чтобы ты был счастлив». Алексей старался все сделать быстро, но аккуратно. Он знал, что ребенок нуждается в тепле и заботе.
Он аккуратно расправил комбинезон и распашонку, чтобы уберечь его от холода. В комнате было немного света, мягкий свет лампы и запах свежего хлеба, который он недавно испек, смешивался с запахом дыма из печи. Малыш тяжело дышал, его щеки были холодные, а губы посиневшие. Алексей взял простую теплую ткань, намочил ее горячей водой и осторожно укутал ребенка. Он понимал, что нужно согреть его, пока не станет теплее. Пока он занимался этим, в голове у него крутились мысли. Кто он, этот ребенок? Почему волчица привела его сюда? Что произошло с его родителями? В эти минуты Алексей вспомнил о Максиме, о том, как он держал его в первые дни после аварии, сколько было у них планов, сколько надежд. И вдруг его сердце сжалось еще сильнее. Ребенок закашлялся, и Алексей аккуратно дал ему немного теплой воды из бутылки, чтобы он смог напиться. Он заметил, как крошечные пальчики сжались, как малыш сосал пальчик, словно пытаясь найти утешение. Он почувствовал, что этот крохотный человек стал для него чем-то очень важным. «Все будет хорошо», — повторил он, гладя мягкий пучок волос на голове малыша. «Ты мой маленький борец». Он не мог оторвать взгляд от этого крохи, и в сердце у него зародилась надежда. Он думал о будущем, о том, как он сможет обеспечить ребенку все необходимое — тепло, заботу, любовь. И в глубине души появилось ощущение, что все не случайно. Волчица все еще стояла у порога, не уходила, несмотря на упреки и просьбы Алексея прогнать ее. Он смотрел на нее с перемешанными чувствами, благодарностью, удивлением и опаской. Он не понимал, почему эта дикая зверь так настойчива здесь, почему она не убегает, а наоборот остается. «Иди прочь», — тихо сказал он. «Ты можешь быть опасной для него. Или ты его мать, или бабушка». Но волчица скулит, будто что-то хочет сказать. Ее глаза проникновенные, мудрые, полные внутренней боли и тревоги. Она смотрит на ребенка и будто пытается донести до Алексея. Она сделала все, чтобы спасти его, и он чувствует, что эта волчица не просто зверь, а нечто большее. Метель утихает, снег падает мягко и тихо, покрывая все вокруг белым одеялом, будто природа сама хочет укрыть своих маленьких обитателей. Мороз стал еще сильнее, и ночь кажется бездонной и бесконечной. Алексей сидит у печи, погруженный в раздумья, и чувствует, как внутри его загорается искра надежды. Он размышляет о происхождении ребенка, о его родителях и о том, почему именно волчица привела его сюда. Возможно, у него есть кто-то, кто ищет его, кто ждет, кто любит, или он одинокий, заблудший в этом мире. «Кто ты, маленький?» — шепчет он. «Кто ты для этой волчицы? Мать, бабушка или просто спаситель?» На следующее утро Алексей проснулся от тихого шума. Он увидел, что малыш все еще спит, а волчица у ворот. Он попытался прогнать ее, чтобы она не мешала, но она настойчиво и терпеливо, словно понимая, что делается. Тогда он решил позвонить в службу спасения. «Алло, это служба спасения?» — говорил он, нервничая. «У меня у дома лежит ребенок, он замерз и очень слаб. Помогите, пожалуйста». Он растерян, и тревога в его голосе. Он знал, что времени мало. Спасатели приехали через час, и врач осмотрел малыша. Оказалось, что это Тед, 3-месячный сын Елены Морозовой, которая исчезла после аварии. Документы подтвердили, что она ехала в райцентр к матери, а потом пропала без вести. Ребенка забрали в больницу, чтобы проверить его состояние, дать необходимые лекарства и обеспечить безопасность. Алексей стоял у окна, глядя на уезжающую машину. Внутри смесь облегчения и тревоги. Но волчица, которая все это время стояла у дома, вдруг подошла ближе, словно понимая, что все хорошо, что малыш в безопасности. Она тихо склонила голову
и Алексей почувствовал, что эта дикая зверь будто бы стала частью их семейной истории. 2 часа спустя приехала полиция. Лейтенант Соколов, человек опытный, спокойный и рассудительный, предложил провести осмотр места происшествия, чтобы понять, что случилось. Они отправились в лесной овраг, где разбитая машина Елены лежала среди деревьев и снега. Внутри машины у Тата лишь обломки и документы. Они быстро нашли свидетельство трагедии, грузовик, который сбил Елену. Он был найден через несколько километров, остановлен на дороге. Было установлено, что Елена Морозова ехала к матери, которая живет в райцентре. Но трагедия случилась. Она потеряла управление, и ее сбила грузовая машина. Самолеты и службы спасения уже искали ее, но безуспешно. Малыш, которого нашли у Алексея, оказался сиротой. Документы показывали, что у него нет других родственников. Кто был его отцом? Почему его никто не искал? Эти вопросы остались без ответов. Пока. «Если не найдем родственников, — сказал Соколов, — его отправят в детский дом. Но я слышал, что у вас есть желание помочь». Алексей задумался. Он чувствовал, что оставить этого малыша в детдоме значит потерять его навсегда. Он решил бороться за право стать его опекуном, несмотря ни на что. Несколько дней шел напряженный сбор документов, прохождение проверок и ожидание результатов. Весь этот процесс был наполнен переживаниями. Он боялся, что все закончится разочарованием. Но волчица продолжала приходить, смотреть на Данилу, охранять его, словно считая его своим. Иногда она приносила добычу — зайца, рыбу или птицу. И Алексей, несмотря на свою благодарность, отказывался принимать ее дар. Он начал говорить с ней, разговаривать о будущем, рассказывать о себе и о малыше. Он чувствовал, что между ними установилась невидимая связь, будто бы эта дикарка не просто зверь, а нечто большее, что он не может понять. «Ты, наверное, его мать или бабушка», — сказал он однажды, глядя в ее глаза. «Или просто хранительница». Внутри у него зародилось ощущение, что эта волчица — часть их судьбы, что она сделала для них что-то очень важное.